Всем привет! Вот есть такая небольшая проблемка, вот, небольшая вибрация на холостых прогретых двигателей. Если включаем кондиционер, даем нагрузку небольшую на двигатель, то появляется вот вибрация и характерный стук. Включаем все, стук проходит. Но есть небольшое дребезжание и вот небольшая вибрация. Решать эту проблему будем заменой балансировочных валов. Вот был приобретен балансировочный вал бэушный. С мастерами советовался со многими, кто Toyota Lexus занимается, сказали, бери вот либо от Lexus, либо от Toyota был взят от Toyota Venza, от двигателя 1.AR FE. Потому что, говорит, на камере часто такая проблема, на этих машинах такого еще пока не встречали. Вот был приобретен балансировочный вал. На состояние вроде отличное. Характерных люфтов нету. Будем устанавливать. Если еще кто захочет устанавливать, не забудьте приобрести вот такую прокладку. Вот ее номер. Вот как она выглядит. Вот эта прокладочка на маслоприемник. Каталожный номер. Если кто будет менять, ничего там сложного нет. Снимаем картер, маслоприемник, защитный экран. И перед тем как демонтировать балансиры, нужно выставить их вот по меткам. Вот раз метка. Оно. Вот так. Вот. Раз. Вот два, чтобы они совпадали. Если у кого-то будет снята передняя крышка, здесь на шестеренке, которая на коленвале, звездочка стоит, дает сигнал на датчик коленвала, там тоже есть метка. Она должна стоять перпендикулярно. То есть так балансир у нас устанавливается, либо в эту сторону радиатора смотрит, либо в сторону кузова. Потому что коленвал делает полоборота, а балансиры делают один оборот. Ну что, приступим к установке, посмотрим, что получится. Ну вот, за замену балансиров закончили, сделали тестовую поездочку. Ну, результат, конечно, порадовал. Двигатель стоит вообще как вкопанный. До этого была вибрация. Сейчас включим кондиционер. Так. Включаем кондиционер. Передачу. Ну вот результат, как работает под нагрузкой. Ни стуков,
ни звуков, ничего нет, отлично. Сейчас посмотрим состояние демонтированных валов. Кстати, до этого не сказал, была вибрация, когда стоишь, ну, на светофоре, начинаешь движение в районе 1000 оборотов, была такая ощутимая вибрация, потом пропадала. Сейчас ее вообще нет. Как состояние? Есть осевой люфт. Вот так не передашь, наверное. Вот, слышно стук. И на этом валу также. Вот. Ну, так ничего критичного я, конечно, здесь не вижу. По сравнению с бэушным. Шестеренка вот. Ну, шестеренка, да. Выработка на шестеренке больше намного, чем у того, который установили. Возможно, дело в этом. Так что на заметку, ребят. У кого есть такие проблемы, меняйте балансиры, и все будет отлично. Всем удачи, пока.